Планеты. Сначала они были для нас просто странными звездами, летящими, блуждающими. За ними тысячи лет наблюдали все, от шаманов до королей. Но две планеты всегда оставались в тени. Они стали не просто точками света, они стали взрывом, провалом в самой сердцевине науки. А теперь приготовьтесь к встрече с настоящим изгоем, с планетой, которая не хотела быть найденной. Нептун. Мир самых свирепых ветров во всей системе, гигантские черные вихри, пожирающие сами себя, недра, где существуют формы материи, которые мы едва можем себе представить. Планета, которая обрела королеву среди спутников и ценой чудовищной космической бойни. Это не просто история открытия. Это история одержимости, упрямства и математики, которая оказалась могущественнее любого телескопа. Конец XVIII века. Вселенная, известная человечеству, рушится на глазах. Гершели открывают Уран. 6 планет. Их 7. Наука в шоке. Но эйфория быстро проходит. Уран ведет себя странно. Он не подчиняется. Его орбита словно кривое зеркало законов Ньютона. Он идет не туда, куда ему предписано. Ученые ломают головы. Может, закон тяготения работает иначе на таком расстоянии? Может, мы во всем ошибались? Но двое мужчин думают иначе. Они еще не знают друг о друге. В Англии молодой дерзкий гений Джон Кауч Адамс, во Франции расчетливый и амбициозный Урбен Le Verrier. Оба сходятся в одной еретической мысли. Уран не один, его что-то тянет, невидимая гравитационная рука. И они бросают вызов всему научному миру. Они решают вычислить невидимое, найти планету, не глядя в телескоп. Только цифры, только формулы. Работа Адамса — это прорыв. Он первый в истории предсказывает положение неоткрытого мира. Он спешит к королевскому астроному Джорджу Эйри, но того нет на месте. Дважды. Обиженный, Адамс бросает свои расчеты на стол и уходит. Его открытие лежит без движения, как письмо в запечатанном конверте. Тем временем Le Verrier действует как бульдозер. Он публикует работу за работой, убеждая скептиков, пишет в обсерватории. Но астрономы, им скучно. Несколько вялых ночей наблюдений, и они теряют интерес. Планета снова ускользает. А тем временем Эйри получает расчеты обоих и видит, что их предсказания практически идентичны. Это не может быть случайностью. Но он молчит. Не говорит Адамсу и Le Verrier друг о друге. Вместо этого он отправляет Le Verrier тот же скептический вопрос, что и Адамсу. Адамс на него не ответил. Le Verrier отвечает, и его аргументы подобны ударам молота. Эйри, наконец, верит. Начинается охота. Астроном Джеймс Чаллис методично сканирует небо. И знаете что? Он видит Нептун, фиксирует его. Но у него нет свежей карты этой части неба. Он не может понять, что одна из звезд сдвинулась. Планета в его записях, а открытия нет. Она смеется над ним. История повторяется с астрономом-пивоваром Уильямом Ласселом. Ему присылают координаты, но он травмирует ногу, а письмо летает. Его шанс упущен. Кажется, Нептун защищен какой-то космической кармой. Он не хочет, чтобы его находили. И тогда Le Verrier делает последнюю ставку. Он пишет в Берлин. Молодому астроному Йоанну Галле. И тот делает то, чего не делал никто. У него есть новейшие детальные карты звездного неба. 23 сентября 1846 года. Ночь. Галле и ассистент де Арре получают письмо. Они не ждут. Они выходят к телескопу в эту же ночь. Им нужно 30 минут. За полчаса они находят то, что ускользало от человечества веками. Звезду, которой нет на карте. Нептун. Но история на этом не заканчивается. Начинается война за авторство. Англия против Франции. Адамс против Le Verrier. Кто первый? Кто главнее? Правда в том, что открытие было двойным. Без математики Le Verrier негде было бы искать. Без телескопа Галле нечего было бы найти. И оба математика допустили ошибку. Их расчеты орбиты были неверны. Нептун оказался там, где они предсказали благодаря невероятному, дурацкому везению.
Такого совпадения больше не повторится никогда. Прошло почти 145 лет. Глубокий космос. Крошечный зонд Voyager 2 летел к цели 12 долгих лет. Управлять им в реальном времени невозможно. Сигнал до Земли идет 4 часа. Каждая команда — это ставка на будущее. 24 августа 1989 года. Он прорывается через внутреннее кольцо Нептуна, летит так близко, как никогда не рисковал ни у одной планеты-гиганта. Всего 4400 километров над ледяной бездной. И мы видим лицо монстра. Сначала цвета. Ядовито-синий. Цвет убийцы. Но это был обман. Недавно мы узнали правду. В 2024 году ученые восстановили реальные цвета. Он палый, голубовато-зеленый, почти как уран, но все равно холоднее, глубже. Этот цвет – следствие удушения. Метан в атмосфере душит и пожирает красный след. Оставляет только этот леденящий, безжизненный оттенок. Нептун – это загадка в загадке. Мы не знаем, что у него в центре. Ученые строят догадки на обрывках данных. Мы знаем, что он плотный. Очень. Значит, под тонкой газовой одеждой скрывается что-то тяжелое. Океан, но не из воды, из экзотического льда. Горячего льда, сжатого чудовищным давлением в миллионы атмосфер. Суперионного льда. Он и твердый, и жидкий одновременно. Он проводит ток. Он – источник того, что сбило с толку Voyager. Магнитное поле Нептуна самое безумное в системе. Оно сломано. Его ось смещена от центра планеты на тысячи километров. Оно не работает, как у других планет. Оно бьется в конвульсиях, где-то в ледяной мантии. А еще там, в глубинах, идут дожди. Не водяные, алмазные. Гипотеза? Нет. Эксперимент в земных лабораториях подтвердил, при таких условиях углерод из метана кристаллизуется в алмазы. Они падают сквозь толщу недр, как гигантские черные градины, метровыми булыжниками. Мы не видим этого, мы лишь предполагаем, потому что Нептун — ледяной гигант, а ледяные гиганты — это великая терра инкогнита нашей астрономии. А снаружи — ад. Представьте ветер, который в 2 раза быстрее звука на Земле. 600 метров в секунду. Это не метафора, это данные. Атмосфера Нептуна — это яростный котел, который должен был бы быть мертвым и спокойным. Он в 30 раз дальше от Солнца, чем Земля. Энергии почти нет. Откуда же этот ураган? У Нептуна есть тайный источник тепла. Он излучает в 2,5 раза больше энергии, чем получает от Солнца. Он горит изнутри. Планета медленно, миллиметр за миллиметром сжимается под собственной тяжестью, и это сжатие раскаляет ее недра. Почему его брат Уран такой спокойный? Возможно, его когда-то сбило с толку чудовищный удар. Нептун же остался нетронутым, и оттого лишь яростнее. Его лицо меняется каждые несколько лет. Знаменитое большое темное пятно, которое увидел Voyager, через несколько лет Хаббл не нашел и следа. Эти гигантские ураганы рождаются и умирают, как живые существа. Они атмосферные призраки. И даже эта ярость зависит от Солнца. Заметили странное? В годы солнечного минимума Нептун затихает. Наш далекий родственник, до которого свет идет 4 часа, все еще чувствует биение сердца своей звезды. Но самая жуткая история разыгралась не на планете, а вокруг нее. Система Нептуна — это место космической катастрофы, и виновник — его главный спутник — Тритон. Он чужой, он движется назад против вращения планеты, он огромен, он захваченная карликовая планета из пояса Койпера. Когда он ворвался в систему Нептуна миллиарды лет назад, он устроил ад. Своей чудовищной гравитацией он разметал, разорвал, поглотил первоначальные спутники планеты. То, что мы видим сегодня, Протей, Нереида, горстка камешков — это всего лишь жалкие обломки прежнего великолепия, кости на месте бойни.
И Тритона ждет та же участь. Его орбита медленно снижается. Через миллиарды лет гравитация Нептуна разорвет его в клочья, и, возможно, тогда у ледяного гиганта появится новая, великолепная орбита из останка с его величайшей жертвы. Да, кольца у него есть, но они странные, молодые, нестабильные. В одном из них есть таинственные дуги, сгустки пыли, которых там быть не должно. Они рассыпаются на наших глазах. Возможно, мы просто опоздали на пир разрушения. Итак, что мы имеем? Планету, которую вычислили, но не увидели. Планету, которая скрывает недра из экзотического льда и алмазные ливни. Планету с безумным магнитным полем и ветрами-убийцами. Планету, которая пережила геноцид собственных лун. Мы машем рукой Вояджеру, который уже 35 лет как улетел в черноту, и мы остаемся с вопросами, потому что Нептун и Уран – последние великие тайны нашей системы. Но хорошие новости есть. Будущее уже пишется. НАСА, ЕКА, Китай – все рассматривают миссии к ледяным гигантам как главный приоритет. Новые гигантские телескопы на Земле будут всматриваться в его бурную атмосферу. Мы стоим на пороге нового открытия, второго открытия Нептуна. Он ждал 4,5 миллиарда лет, он подождет еще немного. И когда новый посланник человечества прилетит к этим голубым воротам в никуда, мы наконец узнаем, какие секреты скрывает этот ледяной титан. Но настоящая бездна не снаружи, она внутри. И то, что мы там подозреваем, ломает все привычные представления о мирах. Забудьте про твердое ядро и газовую оболочку. Здесь все иначе. Нептун — это не шар, это слоеный пирог из безумия. Сверху знакомый нам ураганный ад. Ниже — слой, где давление в миллионы раз больше, чем на дне Марианской впадины. И здесь вода ведет себя не как жидкость. Она не течет, она не стоит, она существует в состоянии квантового кошмара. Суперионный лед. Представьте океан, который является одновременно и твердым, и жидким. Атомы кислорода заперты в кристаллическую решетку, как в стальную клетку, а атомы водорода, они свободно текут сквозь эту клетку, как электрический ток сквозь провод. Это не вода, это бушующий электролит, запертый в ледяной тюрьме. Именно этот безумный слой, как считают ученые, и порождает то сломанное магнитное поле, которое так озадачило Voyager. Представьте динамо-машину, но не в ядре планеты, а где-то в ее ледяной мантии, смещенную, перекореженную. Магнитный полюс Нептуна не просто наклонен, он живет своей жизнью, блуждая где-то ближе к экватору. Полярные сияния здесь не короны на полюсах, а безумные спирали, зажигающиеся посреди дня. Планета с биполярным расстройством на уровне фундаментальных сил. А теперь глубже. Там, где суперионный океан встречается с немыслимым давлением, начинается главная фантасмагория. Метана, которого так много в атмосфере, под прессом в сотни гигапаскалей распадается. Углерод освобождается и начинает искать свою форму, стабильную, вечную. Он кристаллизуется, но не в крошечные бриллианты. Лабораторные эксперименты показывают, процесс идет с чудовищной скоростью. Алмазы могут расти, сливаться, образуя глыбы размером с айсберг. И они тяжелые, невыносимо тяжелые для этой среды, и потому падают. Гигантские черные алмазы тоннами, километрами обрушиваются вниз, сквозь толщу экзотического льда, словно в бездонный колодец. Ученые всерьез моделируют целый слой алмазной накипи на границе ядра Нептуна. Возможно, там лежит целая алмазная твердь, осколочная, страшная. Мы ищем алмазы на Земле, копая шахты. На Нептуне они рождаются в недрах и падают с неба, вечным невидимым ливнем. Но есть одна загадка, которая сводит с ума планетологов больше всего. Загадка его лица, его шрамов. Большое темное пятно Вояджера было гигантом, вмещал бы в себя всю Землю.
Мы думали, это аналог великого красного пятна Юпитера, многовековой ураган. Мы ждали встречи с ним через годы. Но когда Хаббл посмотрел, его не было, испарилось, без следа. Вместо него позже появлялись другие, исчезали новые. Жизнь этих монстров 5-6 лет, не больше. Что это? Это не просто штормы. Это дыры, провалы в самой атмосфере, окна в бездну. Одна из самых жутких гипотез гласит, эти пятна – это места, где верхний слой ярких метановых облаков растворяется, как будто кто-то включил гигантскую вытяжку и убрал белую пелену, и мы видим более глубокий, темный слой, где может конденсироваться сероводород и под ультрафиолетом Солнца превращаться в темную ядовитую взвесь. Это нестабильные структуры, это симптомы какой-то глубинной цикличной лихорадки, бьющей из недр планеты. Атмосферные язвы. И самое необъяснимое – связь с Солнцем. Забудьте про расстояние в 4,5 миллиарда километров. Нептун на поводке от своей звезды. 11-летний цикл солнечной активности, пятна, вспышки. И словно по команде, через несколько лет откликается Нептун. В годы солнечного максимума он покрывается белыми метановыми облаками-барашками, будто кипит. В годы минимума затихает, становится гладким и безликим голубым диском. Как? Почему? Механизм этой связи – одна из величайших загадок. Солнечный ветер так далеко, уже едва заметный бриз. Ультрафиолет ослабевает в 1000 раз. Но что-то добирается, какая-то частица, или волна, или изменение в космической погоде, которая запускает цепную реакцию в этой гиперчувствительной, бурлящей атмосфере. Нептун – это гигантский детектор, настроенный на пульс Солнца, самый чувствительный барометр в системе. И, наконец, главный акт драмы, который еще впереди – финал длиною в миллиарды лет. Он король-узурпатор, чужак, захвативший систему и устроивший чистку, но его трон шаток. Приливные силы Нептуна неумолимы, они как тиски медленно сжимают орбиту Тритона, затягивают его. Через миллиард, а может 3, он пересечет роковую черту, предел Роша. Гравитация Нептуна вблизи станет сильнее, чем силы, связывающие сам Тритон, и ледяной мир начнет рваться изнутри. Сначала появятся трещины, потом огромные обломки. В итоге вся ледяная кора и мантия будут разорваны в мелкую пыль, растянуты по орбите. И у Нептуна, который сегодня обладает лишь жалкими мимолетными кольцами-призраками, появится корона. Великое ледяное кольцо, возможно, ярче, чем у Сатурна. Кольцо из останков его величайшего спутника. Посмертный трофей. Свидетельство космического каннибализма. Мы ищем систему Нептуна не в ее расцвете и не в упадке. Мы видим короткий, драматичный момент в процессе между прошлым геноцидом и будущим великим разрушением. Вот почему мы обязаны вернуться. Не ради красивых картинок, ради понимания. Понимание универсума, где материя ведет себя как сумасшедшая, где планеты-изгои могут быть ключом к тысячам миров у других звезд, где сама физика ставит эксперименты, которые мы не можем повторить. Нептун – это не просто точка на карте, это вызов, гипотеза, висящая в темноте, вопрос, на который у нас пока нет ответа. И когда в следующий раз вы посмотрите на ночное небо, вспомните, где-то там, на самом краю, за орбитой Урана, пылает голубой кошмар. Мир-загадка, мир-парадокс. Он ждет своего второго открывателя. И этот открыватель – наше будущее.